Водолеечки, ваши карты Таро на август 2025 года. Давайте посмотрим, что карты вам хотят интересного передать, какие события у вас могут произойти, что интересного в августе может случиться у водолеечков, мы сейчас узнаем. Итак, у меня здесь 5 колод карт, из каждой колоды по 2-3 карты достаем и начинаем. Хватит бла-бла-бла. Начинаем мы с колоды 78 дверей. Погнали. Итак, погнали. Водолеи, август, прогноз. Ой, туз мечей. Туз мечей, это говорит карта о том, что какое-то примите решение, какое-то начало. Знаете, может, вы долго что-то тянули, долго думали, что начинать, не начинать, делать, не делать, подойдет, не подойдет мне это. И тут вы в августе, знаете, как будто бы озарение к вам приходит, и вы четко, ясно понимаете, я хочу это сделать, я буду это делать, я хочу это начать. Вы можете начать, то есть это принятие какого-то осознанного, четкого, ясного решения относительно какой-то ситуации. Может быть, вы захотите начать свой бизнес, может быть, вы захотите его, наоборот, закрыть и начать что-то новое. Может, вы захотите, я не знаю, переехать. Это что-то такое глобальное. Это не с позиции, знаете, я хочу купить себе новые джинсы. Не, это здесь идет что-то про какое-то решение, которое меняет вашу жизнь, знаете, вот четко, осознанно. И больше, чаще всего это про начало. Конечно, с одной стороны, это тузы, может, завершение какого-то цикла, знаете, и начало чего-то нового. Но тут четко идет больше вот именно начало, что вы принимаете решение, что все, я хочу начать это делать. Может, я не знаю, может, вы начнете в спортзал ходить, что повлияет хорошо на ваше здоровье. Или там, я не знаю, похудеть, решите четко вот все. Я долго пыталась сесть на диету, и вот я наконец-то сажусь. Четкое решение. Или бросить курить. То же самое. Это вот, это серьезное, да, решение в жизни. Я хочу бросить все раз и как бы закончили. Но это такие более все равно темы не настолько глобальные, но тем не менее может случиться. Еще карта. Еще. Восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей говорит о том, что какое-то идет у вас обучение, знаете, как будто бы вы собираете больше информации. Я же говорю, может, вы что-то действительно решите начать, может, соцсети решите завести, знаете, YouTube, к примеру, свой завести, как вот я тоже недавно решила, наконец-то, снеслась. Вот, и вам нужно больше информации о том, как это работает, как правильно подойти, там, я не знаю, как правильно там что-то загружать, что-то делать, что-то совершать. То есть вы собираете информацию. Не то, чтобы вы там вообще ни черта не соображаете в том, что вы решили начать, но вам нужно больше информации. Потому что по восьмерке пентаклей это все-таки, знаете, когда вы еще больше стараетесь обучаться, больше стараетесь вкладывать. Но это очень потенциально финансово позитивная карта, которая принесет хороший доход вам. То есть это вот не просто, знаете, что-то начать и обучаться, и оно так раз и кануло в лету. Нет, это именно про то, что вы что-то будете начинать, что-то будете вкладывать, может, инвестируете во что-то, и со временем это принесет доход. Но для того, прежде чем инвестировать, вы изучите эту информацию. Еще вот такая вот история у вас может случиться. Так, хорошо. Следующая колода у нас «Дикие отражения». И мы сейчас посмотрим, водолейчики, что эта колода хочет передать вам на август 2025 года. Давайте смотреть. Так. Ой, десятка мечей. Десятка мечей – это состояние усталости, состояние, когда завершается что-то, состояние, когда из вашей жизни, знаете, что-то заканчивается и уходит. Причем это такое, когда вы чувствуете такую, знаете, усталость от этого уже всего, и, быть может, вы это закончите, может, вы чем-то уйдете с работы. Вот вы приняли решение открыть свой бизнес, и вы решили уйти с работы. Вам могут еще и говорить, что зачем ты это делаешь, зачем ты это неправильно. Но по десятке мечей вы уже все-таки приняли это решение, и, знаете, вы долго о нем думали. Это то, что вас беспокоит очень сильно. Вот последнее время это именно, когда вы долго об этом думали, делать, не делать, уходить, не уходить, принимать, не принимать. Это что-то такое, что уберет наконец-то из вашей жизни, то есть произойдет, да, что уберет из вашей жизни вот эту вот ситуацию, где вы очень сильно переживаете, которая вас сильно
сильно парит, которая вам надоела просто уже она вот не можете в этой ситуации находиться, вариться в этом, вы решили все, принять это решение и закончить, наконец-то, обрубить эти все какие-то или связи, или контакты, или где бы вы ни были, я не знаю, может это отношений касается, где у вас долго, знаете, было такое, что меримся, ссоримся, не знаю, вместе, не вместе, время покажет, то вы решите в августе, идите вы все темным лесом, не хочу я уже больше ничего ждать, не хочу ничего тянуть, вот такое вот у вас будет состояние. Оно может, знаете, даться вам не сильно, так сказать, не сильно радостно, понятное дело, но оно идет вам на пользу, потому что это облегчение, это когда уже все, у вас... вы скинули этот балласт, вы свободны, вы можете двигаться дальше, что на самом деле замечательно. Еще карта. О, 4 жезлов. Вот и все. Вот знаете, посмотрите, танцы-шманцы у вас после вот этого, после 10 мечей, состояние счастья, радости, когда веселье, можете что-то отмечать, какие-то дискотеки, какие-то праздники, какой-то, знаете, может собраться там с друзьями, с подругами, как будто бы вы что-то празднуете, знаете, погрустили и недолго, и хватит, и достаточно, и можно дальше веселиться. Вот это у вас такое состояние будет счастья, что вы от чего-то наконец-то освободились, понимаете? Вот, поэтому не переживайте за эту десятку мечей, ничего она плохого как бы, ну, на самом деле, знаете, что-то, видимо, уйдет из вашей жизни ненужное. Хорошо и замечательно, так нам и надо. Так, следующая колода – это Таро Миллениалов. Смотрим, что эта колода сейчас нам скажет. Таро Миллениалов. Сейчас мы узнаем. Так, колесница. Колесница карта говорит о том, что первое, это может быть, понятно, в прямом смысле слова, какая-то куда-то поездка, рванете, может на моря, знаете, там вон, по предыдущей карте веселье у вас идет, и вполне вероятно, что может все вместе вы куда-то и поедете, с друзьями, может, с подругами, с родственниками и так далее, но какая-то вот карта такая, либо в переносном, если чуть-чуть смысле, да, по-другому, мы еще можем сказать, что это карта, когда вы все держите под контролем, вы понимаете, что все у вас идет так, как надо. Это карта прогресса и движения, когда уже нет вот этого вот застоя, знаете, вот опять 10 мечей очень хорошо здесь говорит о том, что ушло все лишнее, что-то закончилось, и вы чувствуете себя свободным, потому что вот эта карта колесница, это про свободу движения, выбора, про свободу передвижения, про свободу, я не знаю, может вы поедете куда-то за границу или просто переедете в другой город, то есть или просто вы что-то как-то пойдут у вас дела, это карта прогресса такого, когда вы видите результат, когда вы можете это контролировать, карта еще контроля, структуры, знаете, когда вы держите все в своих руках и вам это в кайф. Вот, очень хорошая карта, сейчас еще одну достанем. Так, Солнце, ах, как хорошо, водолейчики, карта Солнце, опять-таки, это может быть какая-то поездка, это карта счастья, это карта радости, это карта детей, это карта, когда, может быть, я не знаю, знаете, как будто у вас будет ощущение в августе, что вы нашли свое место под солнцем, наконец-то, что вы чувствуете, что вот здесь мое место, вот здесь я все сделал или сделала, да, правильно, я ощущаю себя звездой, вы можете где-то еще и засветиться, когда на вас падает, знаете, прожектор, солнца, лучик такой, и все вас видят. Это хорошая карта для того, чтобы соцсети вот заводить какие-то, это карта коммуникации тоже, когда вами восхищаются, когда вас признают, когда вот понимают, что вот этот человек, ну то есть признание такое всеобщее в том числе. Ой, какая замечательная карта. Так, хорошо, дальше. Это глаз Акаши называется колода. Сейчас мы дальше смотрим, что она скажет. Другой стороной, что она скажет водолейчикам на август. Смотрим. Карта Мир! Посмотрите, какая красота!
Вот же ж, карта мир, то же самое, признание какое-то, счастье. Это еще карта путешествий по миру, карта какой-то коммуникации, когда вас видит весь мир. Я же говорю, очень классно вот для соцсетей, для интернета заводить какие-то соцсети. Знаете, что ж ты не фокусируешься? Хочет, не хочет, чтобы вас видели. Это вот очень хороший период в августе, такое вот что-то начать, заявить о себе. Это карта мира в душе, спокойствия в душе, когда все получается, когда вы счастливы, когда у вас спокойно на душе, знаете, нет каких-то там проблем глобальных, вот этих, которые, ну, что-то понятно, хлопоты какие-то у всех есть, но в целом и общем у вас будет такое состояние счастья, что все получается. Посмотрите, какие карты прекрасные. Еще карта. Умеренность. Умеренность. Вот она, карта умеренность у нас. Эта карта говорит о том, что во всем должен быть баланс. Все надо делать вовремя. Это карта, когда вы будете чувствовать умеренность, знаете, и по доходам, и по отдыху, и у вас и в личной жизни. Какой-то вот будет такое умиротворение и баланс. Вот рядом с картой мир. Вот это ваше вот на карте нарисованное, как будто бы ваше это состояние, видите, вот человек, ангелочек такой переливает что-то там себе из чаши в чашу, как будто бы контролирует, у него чувство, что все под контролем, у меня аж мурашки пошли, что все под контролем, знаете, все его ситуации, все ваши, да, водолейчики, ситуации, все ваши жизненные сферы, они под вашим контролем, вы если там не хватает времени там на личную жизнь, вы ее добавляете, это время находите, оно у вас есть. Если вам надо вложиться больше в работу, вы наоборот больше туда уходите, вкладываетесь, и там вам хватает. То есть у вас все именно вот как положено, как надо. У вас такие замечательные карты все идут. Боже, красота просто. Следующая Таро провидцев. Давайте смотреть, что эта колода сейчас водолейчикам скажет. Смотрим. Август 2025. Ой, туз пентаклей, водолей, ну это просто вообще волшебство какое-то, а не карты, я вам хочу сказать. Туз пентаклей, вот посмотрите, какую вы гармонию нашли, и у вас пошли деньги. Пошли деньги, когда наладился баланс, вот этот мир, и все это, посмотрите, после того, как вы приняли по тузу мечей, первая карта, решение какое-то, да, что-то вы там подучились, может, что-то начали, и по десятке мечей, вот после десятки мечей у вас все карты просто шикарнючие пошли, вот что-то должно из вашей жизни уйти, для того, чтобы вот такой вот баланс, какой-то может быть переезд, я же говорю, вот по колеснице, или просто вы что-то возьмете под свой контроль, и дальше карта и солнце, и мир, и умеренность, и карта туз пентаклей, это опять про начало, когда есть доход, когда есть какой-то, может быть, это вообще просто доход большой для вас, какой-то проект заключили, что-то, знаете, надолго и такой денежный, но это какое-то что-то такое глобальное. Может что-то начать, какой-то бизнес, или вы уже видите перспективу, я не знаю, если вы там решили, как я говорю, в соцсетях где-то засветиться, вы увидите какое-то заключение контракта рекламного, коллаборации могут быть серьезные, что-то такого характера идет у вас прям вообще просто. Боже, какая карта шикарнючая, я не могу. Так, еще одна карта на август 25-го для водолеев. Слушайте, все, ну я не знаю, что может, это наилучший расклад. Шестерка жезлов. Посмотрите, я вам говорю, вот водолей, кто собирался и долго думал, заводить соцсети или нет, обязательно заводите, если у вас есть внутреннее желание, потенциал, что-то начать, что-то делать, делайте обязательно. Посмотрите, какой это карта победы. Это карта признания. Вот она стоит под прожекторами, видите, у нее там жезл, этот такой веночек победный, вот это все, как будто бы на Олимпиаде на какой-то победила. Поэтому, водолей, если у вас есть желание, я не знаю, хоть какое-то, хоть малейшее где-то что-то внутри, что-то начать, обязательно делайте. Вам все карты у вас просто настолько, они
Красота. И они прям вам рассказали, что, куда надо, в какую сторону двигаться, как это все будет происходить одно за другим. Вот здесь этот туз и мир, и колесница, и солнце. Я не знаю, я просто, это шок у меня. Какие карты шикарные, вы посмотрите. И заканчивается вот последняя карта, да, я достала в этом прогнозе. Посмотрите, какое окончание просто месяца, можно, да, так выразиться. Это можно выдержать, водолеи, вообще. Красота. Карта победы, признания, да, когда это причем, знаете, какой победы? Когда не просто сам для себя там что-то там победил, а это именно карта, когда ты, все тебя видят, все увидели, что ты победитель, все увидели, что ты сильный, все увидели, что все признали тебя. Вот такая вот карта. Офигенная, водолейчики, я вас люблю, целую, пусть у вас все получится, начинайте все, что хотели вы только начать в августе, у вас офигенный прогноз, чего я вам и желаю, чтобы все осуществилось. Все, целую, люблю, бувайте.